Уважаемые подписчики на YouTube, у меня огромнейшая просьба досмотреть данный видеоролик до самого конца. В конце крайне важная информация. Заранее огромнейшее всем спасибо. Во время переговоров в Стамбуле между Киевом и Москвой была достигнута договоренность о передаче 6000 тел украинских военных. Однако все пошло не по плану. Украина намеренно срывает обмен телами, ей просто невыгодно их возвращать. Кстати говоря, возможно, на момент записи данного ролика и на момент его выхода уже обмен произошел, но сами знаете, что произошло в целом. 7 июня российская сторона, согласно стамбульским договоренностям, привезла в назначенное место 1212 тел погибших украинских военных. Украине также был передан первый список из 640 военнопленных для обмена. Однако, как сообщил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, все пошло не по плану. Тела не были приняты, обмен военнопленными не состоялся, а на место даже не прибыла группа переговорщиков. Происходящее казалось сюрреалистичным. Стоит целый конвой с телами погибших солдат, но выясняется, что на той стороне их никто не ждет. Как прокомментировала происходящее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, Киеву свои граждане не нужны. Ни живые, ни какие другие. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает преступные действия в отношении собственного народа, подчеркнула Захарова. Кстати, сотни западных журналистов были на этом месте и видели, что там происходило. Они все запечатлели данную картину. Честно говоря, ужасно, конечно. Тем временем на Украине достаточно скромно комментируют срыв намеченного обмена пленными и передачи тел погибших. Как сообщается в заявлении Украинского координационного штаба, все дело в том, что якобы не была согласована дата. Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса, отмечается в сообщении. Несмотря на упрек в сторону Москвы о несогласовании даты, утром воскресенья Украина все еще не отправила официальное уведомление России о времени старта передачи. Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официального уведомления по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел, подчеркнул генерал-лейтенант Александр Зорин. Как оценивают эксперты, такая ситуация с передачей тел может быть связана с несколькими причинами. Во-первых, принять тела значит уже согласиться с тем, что реальный масштаб украинских потерь гораздо больше, чем заявляется официальными лицами. Так, например, в ходе интервью с британским журналистом в начале 2025 года Зеленский заявил, что за время СВО погибло порядка 45 100 украинских военных. Получается, что 6 тысяч – это более 13% от этого числа. Тем очевиднее смысл заявления главы Украины о том, что из 6 тысяч тел военных, которые должен получить Киев, опознано только 15%. Он тогда подчеркнул, что очень важно все проверить, так как у нас уже были случаи, тогда как с телами наших солдат они передавали тела своих солдат. Это, конечно же, полнейший бред. Во-вторых, придется выплачивать деньги семьям погибших и обеспечивать им пожизненные льготы. Согласно расчетам украинского издания «Страна», возврат 6 тысяч тел погибших в бою военных будет означать для украинского бюджета 90 миллиардов гривен выплат. Это почти 10% военного бюджета Украины на весь нынешний год. В-третьих, самое очевидное, эти тела нужно будет где-то разместить. Для проведения судебно-медицинской экспертиз приспособлены не все морги, а состояние тех помещений, куда могут принять погибших, оставляет желать лучшего. Для захоронений на кладбищах также уже критически не хватает места, так что одномоментный приезд большого количества тел погибших станет большой проблемой для региональных властей и может перерасти в скандал. Риск скандала особенно высок, учитывая то, что российская сторона начала постепенно публиковать списки тех погибших военных, которые должны были быть переданы Киеву. Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших, написал губернатор Запорожской области Балицкий. По его словам, украинская сторона не забрала тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть масштабы потерь и избежать выплаты компенсаций семьям. Однако, как отметил политический эксперт, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин, финансовые вопросы имеют место быть, но это не основная причина срыва договоренностей.
Российские эксперты в основном высказывают версию о том, что это связано с финансовыми вопросами. Выглядит это, конечно, убедительно, но неоднозначно. Дело в том, что практика предоставления тех же пособий семье погибшего солдата достаточно сложная. Кроме того, Украине в плане финансов на все плевать. Потому что у них все равно нет своих денег. Так что эти соображения, наверное, имеют значение, но вряд ли первоочередное. Основная же причина, как считает эксперт, заключается в желании Зеленского сохранить свою позицию в переговорах. Украинская сторона не хочет утратить свою самостоятельную позицию в переговорах. Соглашаться сейчас на обмен значит идти на поводу у России, которая этого сама и предложила в качестве гуманитарного одностороннего акта. Для Зеленского это неудобно. Он старается для себя выбить лидирующие позиции, объяснил Стоякин. Однако самое паскудное со стороны киевского режима заключается не в том, что на границе стоят фуры с украинскими военными. Это на их совести. Стороны договорились не только на передачу тел, но и на репатриацию тяжело раненых и больных, а также на обмен пленными в возрасте до 25 лет. Теперь же эти процессы под вопросом, и вот это уже по-свински. Еще одна интересная новость о том, что у нас сейчас происходит в США. Мигрантские погромы в США. Незалежная Калифорния. Это еще не сейчас. Америка на грани гражданской войны. В Калифорнии уже несколько дней продолжаются протесты против антимиграционных рейдов полиции. Власти США ввели в бунтующие районы Национальную гвардию. Дональд Трамп и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на этом фоне обменялись взаимными упреками. Стычки с протестующими начались после рейда иммиграционной и таможенной полиции США по выявлению нелегальных мигрантов. В Лос-Анджелесе вспыхнули столкновения между жителями района Paramount, где живут в основном латиноамериканцы, и сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции ICE. ICE применили слезоточивый газ и дубинки против разгона толпы. В ответ на протесты мигрантов Трамп распорядился ввести войска Нацгвардии в Лос-Анджелес. Администрация президента направила в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Глава Пентагона Пит Хексет предупредил, что власти готовы мобилизовать войска, если насилие в Лос-Анджелесе продолжится. Он заявил, что в состоянии повышенной готовности приведены морские пехотинцы в расположенном неподалеку Кэмп Пендлтоне. В заявлении Белого дома говорится, что Нацгвардия вводится для борьбы с беззаконием, которому было позволено процветать. Итак, войска в Лос-Анджелес введены, но пока силовое подавление восстания не началось. Хотя, опять же, на момент выхода этого ролика, скорее всего, началось. Какой же будет развязка? С таким вопросом мы обратились к ведущему научному сотруднику Центра исследований проблем безопасности РАН, политологу Константину Блохину. Сейчас Трамп перед выбором. Если он применит силу, то может стать в глазах миллионов кровавым диктатором. И этот козырь демократы смогут использовать против него в любой момент. Но если протест будет идти по нарастающей, все может обернуться китайским сценарием 1989 года, когда в результате столкновения протестующих с армией Китая погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Выхода Калифорнии из состава США, на чем настаивают восставшие, никто, естественно, не допустит. Это может стать началом распада США, и от этого проиграет вся нынешняя правящая американская элита, в первую очередь партия республиканцев. В любом случае, Трамп сейчас в сложном и незавидном положении, считает политолог. Но, судя по последним заявлениям, Трамп настроен решительно. Власти США допускают возможность отправки в Лос-Анджелес, штат Калифорния, военнослужащих корпуса морской пехоты, если посчитать, что протесты в этом городе создают угрозу для страны. «У нас везде будут войска», – добавил Трамп. «Мы не позволим разрывать нашу страну, как это происходило при Байдене». Почему социальный взрыв, близкий к гражданской войне, возник в США именно сейчас? И кто его организаторы? С этими вопросами мы обратились к ведущему научному сотруднику Института США и Канады Владимиру Васильеву. Все происходящее в Америке сейчас не случайность. Это проплаченный протест. Насколько мне известно, каждому участнику протестов платят по $100 в день. Инспирировали выступления структуры социалистической партии. Примечательно, что некоторые вышли на улицы с палестинскими флагами. Мигрантов однозначно мобилизовали. Сетевые структуры, которые развиты у сторонников демократической партии. И этот протест обещает быть массовым. По некоторым данным, в Калифорнии на сегодня находится до 3 миллионов мигрантов. Начало этих протестов, на мой взгляд, не случайно совпало со скандалом Илона Маска и Дональда Трампа. Заметив, что Трамп теряет поддержку крупного капитала, его противники поспешили этим воспользоваться. Поводом для протестов стал большой прекрасный Биль.
законопроект Трампа, который непосредственно касался мигрантов. Он снижал им социальную помощь и отключал от социальных программ. Все это мигранты в США должны были ощутить на себе уже с 2026 года. Мигрантов в США традиционно поддерживала Демократическая партия. Выходит, именно она инициатор протестов. Мигранты – одна из главных составляющих электората Демократической партии. И сейчас, как по свистку, они вышли на улицы с лозунгами против политики Трампа. Этот слой населения однозначно задействован для того, чтобы навредить Трампу, если не сместить. Ну, по крайней мере, испортить его репутацию. Чем могут закончиться эти протесты? Для восставших мигрантов, для Трампа и для Америки в целом. Трамп не случайно принял решение о переброске войск США из других регионов, где они находились, вглубь страны. Очевидно, он предвидел нынешний сценарий и готовился к нему. Также он извлек уроки из событий 2020 года. Тогда после президентских выборов возникли противоречия между Дональдом Трампом и Джо Байденом, и армия не поддержала Трампа. Сейчас он назначил на пост министра обороны Пита Хексета, 45-летнего политического комментатора телеканала Fox News, ветерана войн в Афганистане и Ираке. Он, может, не особо разбирается в ракетах и спутниках, зато спец по внутренней политике и пользуется авторитетом в американской армейской среде. Если события пойдут по негативному сценарию, я не исключаю возникновения в Америке военной диктатуры по аналогии с тем же режимом, который установили в Чили черные полковники. Реально ли применение силы и подавление восстания мигрантов в США внутренними войсками? Сейчас все указывает именно на это. Трамп ясно дал понять, что с нелегалами и мигрантами он мириться не будет, потому что это лишние бюджетные траты, это наркомания, проституция и криминал. В США все это действительно приобрело гигантские масштабы. Парадокс таков. В 2020-2021 годах армия не поддержала Трампа, а сейчас он опирается именно на нее. Если это единение произойдет, республиканцы могут обеспечить себе следующий президентский срок силовыми методами, резюмировал американист Владимир Васильев. События, происходящие сейчас в США, напоминают сценарий цветной революции. Нечто похожее уже происходило в США в августе 2014 года, когда в штате Миссури был убит юноша Майкл Браун. Тогда волнения охватили сначала Фергюсон, потом перекинулись на Балтимор, а затем охватили практически все крупные города США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. Причем события развивались по классическим законам Майдана. Возможно ли сейчас в США цветная революция? С таким вопросом мы обратились к доктору политических наук, профессору МГУ имени Ломоносова Андрею Манойло. Сигнал был в 2014 году. Тогда это был не стихийный процесс. Все это было хорошо спланировано и организовано. Сегодня риски цветной революции в США гораздо выше. В 2014 году зацепили только афроамериканское население, которое составляет не более 10% населения США. Сегодня к ним присоединились латиноамериканские мигранты, а это еще 20% населения. Именно их Трамп активно депортирует, мотивируя это тем, что они забирают работу у полноправных граждан США. В нынешних протестах потенциально может принять участие треть активных людей, которым нечего терять. Это очень похоже на революционную ситуацию. США создали технологию цветных революций, и она вернулась к ним бумерангом. Вот такие новости, друзья. Друзья, теперь важная информация по поводу подписки на наш телеграм-канал. Это не просто призыв и реклама нашего телеграм-канала, нет, друзья. Тут еще немножко дело в другом. Помимо того, что там каждый день выходит куча видеороликов о том, что происходит и на Украине, и в России, мы стараемся ничего не скрывать ни с той, ни с другой стороны. Там и про наши Минобороны. Там есть такие новости, которые, я думаю, очень многих поразят. Просто некоторые думают, что у нас там все белое и пушисто, все замечательно. И что нашим бойцам поставляется абсолютно все, что необходимо. Но поверьте, там творится, мягко говоря, очень непонятные истории. В общем, у нас очень много такой информации в телеграм-канале. Ссылочка на него находится в описании. Переходите, подписывайтесь. Там помимо этих новостей, естественно, еще раз повторяю, там много видеороликов выходит. Самых различных, и с ракетными ударами, и просто с фронта, и в целом политически, что происходит, все свежие новости. И также, друзья, у нас там проходит сбор для наших братьев, отцов, сестер, которые, сами понимаете, где сейчас находятся, у которых сейчас тяжелое положение. Не у всех, как у, скажем так, у спецназа Ахмат есть абсолютно все. Далеко не у всех. В нашем же телеграм-канале, опять же, там есть все отчеты по нашим сборам, есть все абсолютно и видео от наших бойцов с благодарностью
к нашим подписчикам, как в Телеграме, так на Рутубе. Ну, теперь, надеюсь, еще и на Ютубе будет. Вот. Собственно, там есть абсолютно все о том, чем и как мы помогаем нашим бойцам. И повторю, друзья, самое главное, что мы делаем, мы помогаем только для того, чтобы спасти жизни наших бойцов. Никаких летальных штук, вот этого всего мы не поставляем, не собираем на это. Ну, тем более, это законом запрещено. А вот медицина, различные защитные штуки, автомобили, это да. В общем, у нас там много важной информации, особенно по сборам. Поэтому, друзья, помимо того, что вы там можете увидеть интереснейшие видеоролики, новости, также вы можете помочь нашим парням, нашим бойцам, нашим отцам, братьям, мужьям. В общем, переходите, там есть абсолютно все. Я бы, конечно, мог открывать сборы и здесь, на Ютубе. И, кстати, ну вот в сегодняшних роликах, по крайней мере, если кто хочет поддержать наших парней на передовой, сейчас мы им собираем на рэп «Ромашка 12», это для защиты от дронов. Вы можете это сделать прямо здесь, я реквизиты все оставлю под видеороликом, но в целом для отчетности, чтобы вы все видели, все понимали, переходите на наш телеграм-канал. Ссылочка на него также находится в описании. Здесь я всего публиковать не могу, ну, поскольку сами понимаете, как YouTube это будет воспринимать. А вот в Телеграме выходит абсолютно все. Также здесь вы сейчас видите кучу фотографий от героев России, благодарности от других людей. Это благодарности нашим подписчикам, нам за то, что мы помогаем. И мы будем помогать столько, сколько сможем. Еще раз повторю, все, у кого есть желание, возможность, переходите, подписывайтесь или можете помогать здесь. Реквизиты все находятся в описании. Всем, друзья, огромнейшее заранее спасибо.